Всем большой привет! Вы на канале Маникюр Тема. Сегодня вот такая вот новинка для дизайна. Точнее, вообще это не новинка, но на моем канале будет новинкой. Это называется ракушка. Взяла одну вот такую баночку в таком прекрасном бирюзовом цвете с очень красивым отливом. И сегодня будем делать с этим декором какой-нибудь дизайн. И я так подумала, просто сделать стандартную ракушку, как все делают, выкладывать на ноготочек, уже будет неинтересно, хотя может попозже так тоже сделаем. Но сегодня сделаем чуть-чуть по-другому, менее носибельно, но более как-то необычно. Для того, чтобы приклеить ракушку, я подготовила ноготочки, нанесла прозрачную каучуковую базу, потом вот эту молочную, свою любимую базу. Делаю выравнивание, подвожу тоненькой кистью возле кутикулы и боковых валиков. И потом на непросушенную базу я кладу вот такой большой гигантский кусок этой ракушки. Да, довольно-таки странно это выглядит. Вот высыпала эту ракушку, и здесь довольно-таки большущие куски этого декора, я вам скажу. И чтобы хорошо уложить ее как-то на ногти, так как ногти значительно поменьше, да, или та область, на которую мы можем поскладывать этот декор, то эту ракушку нужно ломать. И я скажу вам, она довольно-таки жесткая, разломать ее уже и не так просто, придется чем-то побить или, ну, в общем, как-то умудриться поломать. Дальше на 2 ноготочка, средний и безымянный, продолжаю наносить базу, тоненький слой, и потом ставлю капельку, распределяю каплю, стягивая от кутикулы базу к свободному краю, и дальше возьму тоненькую кисточку и делаю выравнивание. Распределяю возле кутикулы, боковых валиков, также слежу за бликом. То же самое делаю на безымянном пальчике. И здесь мы сделаем немножечко другой декор. Здесь я решила задействовать еще один элемент декор, такой как втирка. Хотя сейчас я смотрю и думаю, надо было все-таки еще как-то интересно все-таки задекорировать ракушкой, так как у нас сегодняшнее видео про мега популярный дизайн, мега крутой дизайн с помощью ракушки. Но все-таки сюда я решила добавить втирочку с похожим отливом на цвет ракушки. И эту втирку я втираю прямо в липкий слой базы. Просушила эту базу в лампе 1 минуту и на палец вот так набираю именно в эту втирку на перчатку и втираю в липкий слой. Потом с помощью щеточки нужно вытрусить лишнее, но тут есть один момент: нужно либо взять очень мягкую щетку, либо делать это очень деликатно, потому что вот такой, как у меня щетка, можно содрать полностью эту втирочку. И потом перекрываю это глянцевым топом, эти 2 ноготочка. По поводу указательного ноготочка к закреплению поговорим чуть попозже. На мизинец снова та же молочная база, и здесь я хотела сделать какой-нибудь цвет, но выбрала вот такой вот оттенок от Эми. У меня всего 2 бутылочки от Эми. Не скажу, что такие мега крутые эти лаки, несмотря на то, что популярный бренд. Это не реклама, говорю сразу. Есть вот такой у меня цветник и есть еще камуфлирующая база. Вот более искала похожий оттенок на под цвет ракушки, какие-то мотивы, но этот цвет оказался очень темный, он еще шиммерный. Попробовала на мизинчике и стерла его. Нет, и дальше порылась в своей палитре и нашла вот такой вот голубой лачок от Кота. Хороший цвет такой, морской, да, очень красивый, мне нравится. И наношу этот цвет в один слой, и потом протертой кисточкой о салфеточку безворсовую я сделала такие разводы, чтобы цвет не плотный. Вот как раз нам надо, чтобы он сегодня был не плотный. Дальше до декора добавим слайдеры. Слайдеры все с Алиэкспресс. Взяла 3 листа, и сегодня уже давайте что-нибудь добавим к этому дизайну новогоднее, так как уже совсем скоро Новый год. Вот эти слайдеры я уже давно смотрю, лежат они у меня, заказывала я их уже, наверное, с год назад. Вот этот мотив девушки очень классный, но еще ни разу не применяла. И сейчас применю, и здесь вот как раз на вот этом слайде есть вот тоже синий цвет.
И еще добавлю сюда снежиночек для новогоднего настроения. 2 снежиночки, одну на средний пальчик и на мизинчик разных цветов. Дальше возвращаемся к нашей ракушке, и на вот этот указательный пальчик на базу я наношу матовый топ тоненькой кисточкой. Но перед этим нужно пройтись по контуру каучуковой базы желательно, и вот эти вот уголки, края нужно тоже хорошо каким-то густым вязким материалом перекрыть, иначе эта ракушка очень острая, и в безразмерных колготках лучше не ходить, потому что она все поцарапает. Ну а если честно, это дизайн чисто под видео, да, можно походить немножко, посмотреть на него, полюбоваться, но на ежедневную носку, скорее всего, не подойдет. Хотя смотрится довольно-таки интересно и необычно. Особенно посмотрите на большом пальце, вот этот отлив просто шикарен, мне очень-очень нравится. Давайте в следующих видео попробуем сделать еще из этого аквариум. Я думаю, будет гораздо интересней и очень-очень красиво, особенно если перекрыть это все кристально-прозрачным гелем. Вот такой результат у меня получился. Если вам нравится такой декор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до новых встреч!